смотрят на тебя, готовы испепелить глазом, особенно если это что-то от дела необычное. Какое-то яркое. Да, яркое. Вы увидели, да? Смотрите, он нас обманул с утра, гляньте. Мы пришли на танцы, а тут вот такое дело. Я никогда не придерживалась диеты. Я никогда не экспериментировала ни с какими. Вот эти продукты можно, эти продукты. Вот это. Павел Иванович, с праздником вас! Спасибо, так же вас. Как, оттанцевали уже? Да. Я до сих пор сама стираю, до сих пор сама убираю, мою полы сама, хожу в магазин сама, готовлю сама, все сама. Такое дело. Валентина Ивановна прям аж расцвела. Никогда с ним не экспериментируйте. Ешьте, что вам нравится, но не обжирайтесь. Вот так. Здорово, Сань. Привет, Игорь. Обманул я. Обманул, да. Всем привет, дорогие друзья. И сегодня у нас 1 мая. Мы с Валентиной Ивановной собрались на танцы. Ну и голодные решили подкрепиться перед танцами на 1 мая. И вот наша красотка Валентина Ивановна. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуй, Игорь, и здравствуйте все, кто меня смотрит. С праздником, дорогие товарищи, как говорили раньше, мир, дружба, братство, труд. Мир, труд, май раньше, Да, как да, говорили. Да? ну и Ну, а мы братство. решили вот Да. зайти в чайхану. Чайку Валентина попить. Ивановна, да, категорически сегодня плов отказалась есть. Да, отказалась. Сегодня меняем. Вот уже нам салатик один принесли. Овощной, Видите, да. как красиво. Мы сегодня по мясцу пройдемся. Да. Ну Да. и посмотрим все, что нам принесут. Ну, Валентина Ивановна, давненько мы с вами не виделись. Да. Расскажите, вот сейчас где... вот он микрофон. Вот. Все. Как у вас дела, чем занимались в это время? Чем развлекалась? Да. Развлекалась. Ну, с этого места поподробнее. Ходила в Дом ученых 29 числа апреля. Там был Международный день танцев. Вот ходили вместе. Танцевали? Это не танцы, это концерт. На концерте. Это концерт. Ну, как? Это танцы были представлены. Они хотели показать народов мира, но не получилось у них. У них получились танцы отдельные. Очень много было чечеточников. Чечеточку мальчики отбивали. Вот. Очень хорошая была девочка русская, но исполняла изумительно индийские танцы. Танец живота? Нет. С красивым шелковым платком необыкновенной величины, сказочно. Очень красиво, очень красиво. Потом были танцы современные, джазовые. Понравились мальчики и девочки, хорошо танцевали. Но как бы заявлено будет то, программа не была выдержана. Но все равно мы остались довольны. Во-первых, мы побывали, посмотрели и отвлеклись довольны. Долго концерт шел? Да, даже с перерывом. О. Даже с перерывом. В перерыве буфет посещали? Да, конечно. Пили чай с тортом. И все? Да. Чай с тортом, это хорошо. Всё. Ну и затем по домам, да, или как? Нам Да. Давайте я возьму. Смотрите, вот Валентина Ивановна люля. Опа, какое красивое. Это самое главное, быстро все. Ага. Ой, горячая картошка. Валентина Ивановна, вам картошка. Вот картошечка. А чай принесите. Подожди, а у тебя-то что У интересно? меня вот. А это что-то? А это то мясо, которое ты любишь. Вот. Смотрите, горячая, какая красота. Ну и кетчупчик, Валентина Ивановна. Вы с кетчупчиком как? Как? Кетчуп? Вот. Да. Все. Валентина Ивановна сейчас Чего? приготовится, пока выключим, давай я кушать. тут поправлю микрофон. Давай кушать. А вы что-то не отвечаете. Смотрите, Да, наши танцоры здесь. Пожалуйста, с праздником 1 мая, Да. Днем солидарности трудящихся. Мир, труд, май. А я сказала, мир, труд, братство. Я еще братство добавила. Да, мир, труд, май. Мы сегодня скандировали. Я На фотки. танцы идете? На танцы идем. А во сколько? Вечером? Они сейчас уже начались. Сейчас? Ну, сейчас бесплатные, а потом платные. Да? 1 Понятно. мая. Так что Пойдем. Конечно, пойдем. Как же Вот без мы танцев? сейчас тоже, да. Мы очень любим танцы и вас. Интервью, особенно, когда Игорь дает, Валентина Ивановна, все про вас смотрим, все знаем. Спасибо большое, Игорь, тебе за то, что ты нам Валентину Ивановну рекламируешь, и мы очень довольны. нравится вам Да. кино с Валентиной Да, Ивановной? Валентина Ивановна, большое вам спасибо за все, Валентина Ивановна, что мы с вас берем пример. Спасибо. Да, и будем Спасибо. стараться так же, как вы. Хорошо.
Растите, растите. Спасибо вам за угощение. Растите, Дамир, Праздника спасибо. еще раз. Валентина Ивановна картошку попробовала, уже раскритиковала. Так на вид ничего. А люля как, попробовали вы? А? Нормально. Не хотите у меня мясо попробовать? Нет. Почему? Мягкое вроде. Там еще наши сидят. А мы и не заметили. А мы не знаем. Они в углу, понимаешь, что ты делаешь. Валентина Ивановна, скоро 9 мая, у вас полить вам кетчуп? Прям на них или рядышком? Ра. Скоро 9 мая, какие у вас мероприятия, никакие намечаются? Пока не знаю. Куда пригласят вас куда-нибудь? Пригласили, пока еще не звонили. А куда, если не секрет? Министерство просвещения. Преподавать будете? Да. Ешьте салат. Вот зрители говорят, вы хлеб не едите. Вот смотрите, Валентина Ивановна лепешечки себе взяла. Красота. Красоты неописуемой. Я по вкусу попробую. Как? Ну, чаек. Спасибо. Давай чай налью. Да, Вы стоите, я да, уже. Ладно. Еще не знаете, для чего с Министерства просвещения? Не знаю. Интервью дать или какую-то лекцию Да, прочитать? интервью. На военную тему, наверное, да? Наверное, военные темы, Дети потому войны. что слишком мало осталось людей, которые были в годы войны в Москве. Мы как мастодонты. Вот многие, кстати, у меня в комментариях спрашивают, что Валентина Ивановна что-нибудь сказала из своего детства военного. Ну, уже много, в принципе, рассказывали, но, понимаете, новые подписчики появляются, и вы смотрите предыдущие видео, там Валентина Ивановна очень много рассказывает. Да, я говорю. О, смотрите, какая у меня картошечка, нате. Уж так и будет. С вашего стола, нашего стола. Еще налить вам? Да, хватит уже. Ну и как люля вам? Нормально. Честно говорите. Нормально. Это Валентина Ивановна сегодня какая-то немножко рассеянная. Праздник. Хороший чай? Горячий. Хороший ответ. Хороший чай, горячий потом. Не, пока не хочу, спасибо. Сегодня на Первомайской сел один из наших танцоров Сокольников. Метро? В метро. Угу. И говорит, вы на танце? Я говорю, на танце. Ну, как вы едете? Я говорю, ну как теперь легко ехать?
до Электрозаводской, пересадка и одна остановка уже в Сокольнике. А он ездит до Бауманской, делает пересадку на автобус. Я говорю, давайте я вас проведу другим путем. Ну, провезла его другим путем. Он крайне удивился, насколько это путь короче. Быстрее и удобнее, Да. Но, говорит, пойдемте. Я говорю, я пойти не могу, у меня встреча здесь, Куда он вас приглашал? на танцы. А, Я говорю, нет, у меня Я встреча. думал, в ресторан. Нет, это не тот случай. Не тот? Да. Вот. И все. Я ему объяснила по-русски, что открылась наша площадка, которая была на ремонте, что к ней надо входить через главный вход и повернуть на правую аллею. Тем не менее, он пошел в сторону трамвая. Плохо быть деревянным по пояс, да, Валентина? Объясняй, не объясняй. Все равно пошел не в ту степь. Сейчас еще скажет, придет туда, там никого нет, скажет, вот обманула меня Валентина Ивановна. Да? Нет, я ему туда в метро объяснила, что народу может быть мало. С чего вы взяли, что сегодня мало будет народу? Потому что мне позвонили и передали, что на дневных танцах почти никого нет. Вообще, они в 2 только начинаются. Ну, хотя сегодня, да. Раньше, ну, погода, понимаете? Если была хорошая погода, раньше какая традиция была? Шашлыки там выезжали. Да все было по-другому. Вот, расскажите, как вы раньше праздновали 1 мая? При Советском Союзе еще. В Советском Союзе праздновали по-разному. Демонстрации были. Мало того, что были, ходили коллективом. Нет, по дороге было. По дороге было. Пока мы шли, например, от метро Семеновская до Красной площади. Вот эта картошечка вам понравилась больше. Ну, Давайте. больше не буду. Берите, берите, а я туда ем. Не хочу больше. Я вот уже изучил вас, вижу, что вам нравится, что нет. Ну, дальше. Я ходить на демонстрации стала еще с папой, с электрозаводом, с его коллективом. Это какие годы были еще? Ну, сразу после. 60-е, после войны. Сразу после войны. Запомнили что-нибудь? Нет. На руках меня несли, флаги были. Все это было. Вот. Но это было раньше, потому что в 60-е я уже ходила нормально сама. Поэтому было очень весело. Очень много пели, очень много общались. Главное, всегда в любой компании шел или гармонист, или баянист с баяном, или с балалайкой, или с гитарой. То есть люди радовались. Вот когда Красную площадь проходили, тут, конечно, было полное единение, как-то все собирались и все такое прочее. Это вот демонстрации. Были и другие варианты отметить На первые. мавзолее стояли Брежнев, Хрущев, да? Я уже не помню, кто стоял, мне тогда как-то было это не очень интересно. Я смотрела, хлопали, проходили и шли домой. И это было, ну что мне там было? Представляешь, я уже в 60-м году. А в более зрелом возрасте? В более зрелом это уже мы ходили коллективом своим рабочим, это уже все было другое. Но мы чаще, я вспоминаю субботники, посвященные 1 мая, Дню Да, Победы. перед ними всегда было Да, в конце апреля. я абсолютно. помню. И вот мы работали в Измайловском парке, раз, обязательно убирали все в Измайловском парке. После зимы приводили в порядок, Все, да, город. да. Какая бы погода ни была, что бы ни было, мы этот субботник выполняли все. Причем в субботнике принимали участие все, от начальства до рядового. То есть разницы не было. Субботники принимали. Вот. Ну, здесь, конечно, вот когда субботник был, мы собирались, садились и отмечали, естественно. Хорошо отмечали, весело Нет, было? да, в основном чуть-чуть, и в основном чаем, кофе, с термосами в основном. Даже коллектив был в основном женский. Мужчин у нас был раз-два обчелся, что в школе,
что в других организациях преобладали женщины. Так что нас это как-то не очень волновало. Главное пообщаться. Вот как сегодня, 1 мая, мы с вами. Чаем. Чисто чаем. Чаем, Ваше здоровье, Валентина Ивановна. чаем. Горячим. Горячий и сладкий, наверное. Я да. Валентина Я Ивановна, еще не весь сахар израсходовала. месячную норму сахара в одну чашку высыпала. Выпью. Весь сахар выпью. Вы тщательно размешали? Да. Огурчик дать вам, Валентина Ивановна? Правильно. Красиво нарезано. Да. Вот сейчас на нынешней танцплощадке, Валентина Ивановна, кто вам вот из всех танцующих вот, нравится? Ну, кто не нравится, конечно, мы не будем говорить, а вот кто нравится вам больше всего? 2-3 человека можете назвать? Ну, как танцуют, как общаются там. Ну, конечно. Есть Да. такие любимчики у вас? Меня исключаем. А? Меня исключаем. Ну, Сашку тоже. так. Во-первых, кто А, сам Лену тоже исключаем. запомни только, кто со мной танцевал всего один раз. И то, как бы, никто не и увидел то этого. никто не увидел. Да, это первое. Во-вторых, я хочу сказать, у нас много очень приятных людей на танцплощадке, особенно когда с 3:30 до 6. Очень много хороших людей, которые действительно приходят танцевать, которые любят танцы, которые отдыхают. Абсолютно, несмотря ни на что, ни на какие-то там семейные положения, условия, несмотря на погоду, они приходят, хотят пообщаться с людьми, хотят потанцевать, хотят развеяться. Поэтому есть приятные люди, очень много, очень много. Даже трудно назвать кого-то, выделить особо, понимаешь, в чем дело? Ну, Валентина Ивановна дипломат. да. Дипломатично Да, ушла. чтобы никого не обидеть, от моего потому вопроса, что я да. много очень люблю. Всё правильно. Я с многими очень танцую, и очень много хороших людей. Перечислять всех неудобно, а если не назовешь кого-то, обидятся. Зачем? Это вы имеете в виду мальчиков, а И девочек и тоже. девочек тоже. А девочек очень много хороших, очень приятных, умных, понимающих, независтливых, не злых, не сплетниц. Понимаете, это редко бывает в нашей среде женской. А плохие девочки есть на танцах? Есть. Много? Есть злые, вредные, завистливые, смотрят на тебя, готовы испепелить глазом, особенно если это что-то от дела необычное, Какое-то яркое. да, яркое. А все, куда, мол, ты, бабка, залезла не в свою телегу. Милые мои, поживите с мое, перенесите мою жизнь, и еще не так будете одеваться, но вам это не грозит. Вы войну не прошли, нищету не прошли, когда одна юбка, одна кофта на 4 года, как говорится, в университете, и только под конец получить костюм на защиту. Это вообще... А вы вот когда учились в университете, Валентина Ивановна, в МГУ, на историческом факультете, это я говорю про разделитель, вот вы на дневном ведь отделении учились? Конечно. А как вы вот посещали, ходили, там ведь... У вас, кстати, сколько человек в группе было? 16. Ну, немного. Вот я учился, у нас 25 было. У нас было сначала 25, отсеялось. У нас Выгнали за неуспеваемость. не да? успевать. У нас нелегко было учиться. Ну, мы тоже 25 в начале было, потом у нас где-то человек 19 Вот. осталось, да. Ну вот, и вот было вот в то время, вот когда вы учились в институте, расслоение такое, ну, я имею в виду по одежде. Да. Кто-то да, побогаче, да, кто-то победнее. Да, да. Я на всю жизнь запомнила девицу под фамилией Сорокина. Была дочка директора магазина. Продуктового? Да. Ну, тогда не важно было какого, Да. главное, директора магазина, да? Директора магазина. Вот она была упакованная, а мы нищие. Но мы учились на 5 круговые,
Она покупала экзамены, да? Нет, в те далекие времена покупить... Кстати, вот в те времена как со Нет. взятками Нет. обстояли дела? Нет, она без конца сдавала, пересдавала, ее заставляли. Училась она плохо. Потому что тряпки затмили все. Мозги были, но она мозги не напрягала. Ну, доучилась она до конца или отчислили? Нет, она доучилась до конца. Доучилась, да? Переползла и все. А мы, кстати, в моей группе было 13, потом добавили, сколько, 5 из Китайской Народной Республики. Ну, китайцы с вами? Да, мы китайцы, да. Потом добавили, когда группа уменьшилась, добавились. Их с подготовительного, вернее, их как брали? Их сначала брали на подготовительный курс, они учили язык. После того, как они немножко язык усваивали, они переводились к нам. И поэтому они как бы не с нами были, а когда в группе освободились места, их к нам перевели. Вот правильно говорил Жириновский Владимир Вольфович, Царство Небесное. Вот недавно, кстати, ему 80 Да, лет было. Что его голодный, когда студент, он намного талантливее, чем вот эти зажравшиеся, да, вот. Китайцы вообще поражали. Они приходили к нам, еще очень плохо говорили по-русски, писали еще хуже, но ухватывали суть. Так, если они не понимали, как они материал усваивали? Усваивали. Вот на основе тех крох русского языка, потом же у них была литература еще, понимаете, в чем? Они сдавали прекрасно, а я окончили очень хорошо. Ну и тогда преподаватели были более Не душевные сравнить, такие, не да? сравнить, не сравнить. Не Можно сравнить. сказать, Ну, вбивали, когда у да. меня Юрка родился, я родился на 2-м курсе, профессор пришел Вергинский и говорит, ну как в нашей группе? Как у нас группа увеличилась, убавилась, вся группа орет, прибавилась, мальчик у нас. Понимаете, даже такое знал. Хотя на потоках мы сидели, как говорится, в большой аудитории. Там у нас соединяли с некоторыми факультетами Ну, это иногда. когда лекции когда обычные, лекции да, на поток. читают, И да. тем не менее прибавился мальчик. А вот в те времена, когда вы учились, много училось в университете людей? Или там недобор был в какие-то Нет, группы? недобора никогда не было. Не было, да? Наоборот, конкурс. То есть я выдержала 25 из 25. Нифига 25 из 25 баллов. А сколько человек на место было-то, не помните? Ты знаешь, я думаю, что до 30 человек было. На место. Ничего себе конкуренция. А еще нужно было не только сдать на 5, а нужно было пройти собеседование. Собеседование до экзаменов или после? Или как? После. А После. еще? А что оно давало, если вы, допустим, сдали? Общее твое развитие, общую твою эрудицию, общую твою начитанность. Типа на отвлеченные темы просто. На отвлеченные темы. То есть не только ты дал по программе, Не по что тебя предмету, да? Нет, по предмету само собой. Не, потом собеседование. Собеседование было широкое. На разные темы. На разные темы. Я тоже его сдала больше, чем на 5. А не помните вот эти Нет. собеседования? О Нет. чем говорили? О политике, о быте? Нет. О том, какие я читала книги, в каких я была в театрах, какие смотрела спектакли. Потом, значит, любимые авторы. Да, любимые авторы, любимые произведения, любимые фильмы, любимые артисты. Это одна сторона дела, да. Потом такие общечеловеческие спрашивали. Например? Ну так, как я слежу за происходящими событиями. То есть в политику не вдавались глубоко, но совсем ли я? Или не совсем? Подкованы ли Не политически, да, не да, подкованы? да. Поэтому здесь я показывала общее развитие, общую эрудицию. Ну, тогда идеология тоже была на уровне. Она была на уровне, но ты понимаешь, Игорь, живя в тех условиях, как коммунальной квартиры, получить уровень очень тяжело. Ну, вы же получили. А я получила из библиотеки, которая была на площади Журавлевой, в которой я сидела, скажем, до ее закрытия, и домой уже шла после 9 часов вечера. И Ленинка, библиотека Ленинка. Это в центре, на Боровицкой, да? Да. Туда тоже ходили, да? Обязательно не только ходила, но видя мою любовь и там мое призвание, да, меня даже иногда пускали в те залы, куда вообще студентов не пускали. А у вас был такой предмет, научный коммунизм? Конечно, Да? конечно. Насколько сдали его? На 5. На 5? А как иначе? Надо же повышенную стипендию. Сколько стипендий было? 22 рубля. Это вот уже после реформы, да?
Что 20? можно было купить на 22 рубля? Ну, более или менее. Если пирожок стоил 5 копеек. Все, я понял. 22, да. Нормально. Ну, не то, что прям Нет. шиковать, но с голода не помрешь. Ну, тоже. так как мы с мужем были уже 2 студента, ну, сам понимаешь. Уже у вас не ахти. 22 и 22, 44, да? Мгм. И у свекрови моей, царствие небесное, 57 рублей. А проезд в метро тогда сколько стоил? 5 копеек? 5 Или копеек, 5, Так и 5, стоило, 5. Трамвай 3, 3 копейки? 3 копейки. Я всегда почему-то удивлялся в те времена. Трамвай стоил 3 копейки, а автобус 5. А почему Да. такое была несправедливость была? Ну, как объясняли, там электрический транспорт меньше тратит. Да. Ой, да мы, студенты, ухитрялись. С зайцем ездить? Нет, ну мы билеты брали и сохраняли билет от автобуса, на котором мы ездили. И на него старались попасть. И на него старались попасть, даже если будет проверка, серия проходит. серия. Компостер, там определенные точки он пробивает, точно. Мы тоже так делали. Мы то же самое делали. Мы то же самое делали, Игорь, понимаешь? А еще, знаете, как делали? Заходишь, стоишь возле компостера с билетом в руках, не пробиваешь. А, если И смотришь, головой крутишь, вот кто входит, кто выходит. Если увидишь, они заходят, прям раз быстро. Чик. Что- этого у меня не было, но то, что вот мы билеты сохраняли, это да, это было. Это было 5 копеек. Знаешь что? 5 копеек, ой, это бублик, 5 копеек пирожок. А в Елисеевском 10 копеек пирожок с мясом, за которым надо было стоять в очереди. Даже разбирали на рубль 10 штук. Это было такое счастье, ты себе даже представить не мог. Вкусные были пирожки? Очень, очень. Нету Елисеевского, нет Филипповской булочной, ничего этого нет. Елисеев забит досками, Филипповскую До сих булочную пор. превратили в торговую какую-то точку. Даже ресторана Праги нет. Где Ресторана в Праге нет. были знаменитые торты. Не только торты. Сам ресторан был очень красивый. Мы бывали там, позволяли себе. Были там, да? Да. Даже студентами, да? Да. Дорого там было пообедать? Мы не обедали, мы на обеды не ходили, это не наша стихия. Мы, если уже ходили, у кого-то какая-то круглая дата, какое-то событие, тогда мы скидывались, обувались, что могли, одевались и шли. И она всю жизнь запомнила в Праге зимний сад. Я запомнила эти столы с белой скатертью. Эти приборы совершенно не такие, а настоящие. Это все. То есть мы могли себе позволить окунуться немножко в другую атмосферу. Потому что в основном все жили или в коммуналке, или в каких-то очень плохих условиях. У нас в группе вот была только, не буду ее называть, может, я уже царство небесное, как говорится, одна богатая, богатенькая. Остальные мы все были равны. Там в те времена вся страна в коммуналках жила, в городах. Я уже не говорю про деревня и села там вообще. Да. Но время было веселое. Были студенческие вечера, и были походы в кино, в театр. Все было. Вот, например, там Вахтангова мы с мужем пересмотрели все. Абсолютно Ходили, все. И могли себе билет купить, позволить, да? Не только. И билеты покупали, и контрамарки добывали, и любым путем устраивались. Ну, пересмотрели все. У всех ведущих артистов. А ведь Юлию Борисову я еще увидела в годы войны. Ну, она вот недавно только. Она недавно умерла, потому что она постарше меня была. Повели нас от школы на спектакль. Я не помню, какой-то был детский спектакль. И вот мы там задержались, пока одевались. И она выскочила из служебного подъезда, вся красивая, в шапочке, в шубке, такая все. А мы ни на кого не похожи. Голытьба, да? Да, да. Ну, если мне первое пальто купили к окончанию 10 класса в ЦУМе, а до этого я ходила с Преображенки, что там продавалось с рук, перешитые, перелицованные. Ну, в чем же вы ходили тогда там? Вот да, покупали, но, Нет, вот до этого пальто. я же говорю, с Преображенки покупали что-то сшитое, перелицованное. Всё. На рынках или в магазинах? На рынке. Преображенка – это рынок.
Поэтому сейчас я себе позволяю излишества. Восполняю то, чего у меня не было. Имеете право. Да. Имею право за свое нищее детство, за свою нищую юность и даже молодость. Что, ну, первая зарплата 67 рублей. За это и выпьем. Да, ага. 67 рублей это еще до реформы, да? Да, до реформы. Чайку налить? Налей, пожалуйста. 67 рублей, да. Окей. Конечно. Сахар. Это мое. О, половина уже нет. Еще одна чашка и будет хорошо. Хозяевам заведения невыгодно вас пускать. Конечно. Весь сахар поедите. Ничего, им выгодно за наш заказ. Да. Вот я начала, Игорек, читать Комментарии? некоторые комментарии, когда кое-что пишут обо мне, да, я никак не могу сориентироваться в отношении своей прически. И не могу, что у вас с прической? Не могу понять, нет, что с ней не так. Английская королева Вот, Елизавета. Нет, Адунечка, я не могу понять, что в ней не так. Дело в том, что там даже довольно резко пишут: помогите, Валентина Ивановне, изменить прическу и причесаться. Я могу сказать, что я еще в жизни никогда не ходила, даже за хлебом не причесанная, не говоря уже о танцах. Я не могу сказать, ну не знаю я, что Не, у вот, вас всегда- вот в данной голове, что Ну, это мое. Они имеют в виду, Валентина, чисто, знаете, партийная прическа. Вот коммунисты в свое время, вот кто-то писал, Такая нет. такую носили. Никто не носил. Носили прямые волосы, каре и все, чего я никогда не Знаете, носила. может быть, еще есть с чем сравнивать, когда вот Александр, когда мы с Сашкой, переделаем, он делал вам прическу, а я снимал. И вот Ну, переделаем. Я нашла, кстати, когда листала, да? Это видео нашли? Нашла это видео, да. Посмотрели? Нашла, смотрела, да. Ты знаешь, ну, там перебью. Со стороны вам понравилась эта прическа? я уже подумала, как ее можно сделать. Я уже подумала, что мне, возможно, пойдет. Возможно. Ну, что значит возможно? Я тогда, когда он это сделал, я Нет, рот открыл. Ну, подожди, мы ради хохма это сделали. Ничего Мы- не ради хохма. Нет, Игорь. Он просто причесывал, экспериментировал. Он- И когда мне понравилось это, Валентина Ивановна, я говорю, ну-ка вот на этом моменте Остановись, да. заостри внимание. И он, ладно, сделал. Естественно, потом вы эту красоту уничтожили. Да. Ну, Ну, сделаем. Я немножко хочу кое-чего изменить, но немножко. Немножко изменю. радикально не будем, да? Так что, ну, Да. так что Сколько там у нас? вот сейчас через 25 минут танцы начнутся. Ну, Да, вот как сейчас раз нам нормально. потихонечку пойдем. Да. Наелись, как слоны. Наелись, Я- доедайте. Нет, Игорь, я Деревяшку, тебе... давайте я вам вот ее. Подожди минуточку, я больше все пас. Ну, Я, это кусочек, я уже конечно. переела. Я хочу тебе сказать, мы будем в следующий раз, где бы ни ели, каждое блюдо брать одно на двоих. Все. Никогда мы не будем брать, потому что с трудом съедаем. Даже и что-то еще, вот картошка. Нет, такую, простите. А тебе что не понравилось конкретно здесь? Грибы не понравились, во-первых, непонятно как. А вот сейчас мальчик он ушел. Да он не знает, Сейчас. не надо. Я хочу узнать. Интересно. Нормальные грибы, пойдет. Правда? Ну, Реабилитируешь? Ну ладно. Вы просто привередливые, а? Ой, я не Саша, я готова. Да. Ну что, когда гороховый суп будем готовить с вами? Ну, с рулькой? когда, С рулькой? когда будет желание, есть там еще чай у нас? Давай. Есть, давайте нальем. Давай. Когда будет желание, приготовим Оставьте. гороховый суп. С рулькой будем готовить? С рулькой, только с рулькой. И чуть-чуть копчености, и чуть-чуть. Хоть хорошо. А у нас ведь еще, вы обещали оладьи из яблок. Из яблок, да. Я уже яблоки купила. Уже яблоки, это когда будет? Яблоки уже. Они лежат, им ничего не делается. Да? Следит, как это самое. Я не знаю, полный был вот этот. Ну, если я люблю сладкое. Не, я же ничего не говорю. Вот с булочкой. Попробуйте. То ли сами пекли, то ли что. Да нет, скорее всего, здесь купили. Да? Ну, а отломите, если нет, попробуйте, скажете. Это типа как кексы, наверное.
Сладкие? Нет, не сладкое. Так что можешь есть. Не сладкое. Не, я не Не, можешь. Это не то. Когда приторно, нет, Игорь? Хорошие, да? Угу. Можешь кушать. Интересно. Как прочитать? Он белая. Соль. Вот соль. Под конец только уже додумались. Перец. Посолить. А зачем? Соль это смерть. Белая. А сахар? Тоже. Как одна пишет. Мне говорит, мои все подруги вели правильный образ жизни, правильное питание. Кто в 56 умер, кто в 60. Мне, говорит, сейчас 63 или 64, мои подруги уже померли все. Говорит, вели правильный образ жизни, питание правильное, ели там одну редьку там или еще что-то. Может на все плюнуть, говорит, и как Валентина Ивановна. Правильно. Правильно. Что вы посоветуете Правильно. на этом поводу? Сейчас посоветую. Я когда прочитал этот комментарий, я ржал там. Я могу сказать только одно. Прислушивайся к своему организму. Да. Что он хочет. Вот мой организм, например, хочет 2 часа ночи есть. Я встаю, ем 2 котлеты с 2 кусками хлеба, выпиваю стакан сладкого чаю и ложусь спать. Вот на протяжении всей жизни, слава тебе, Господи, довольно длинной, я никогда не придерживалась диеты. Я никогда не экспериментировала ни с какими. Вот эти продукты можно, эти продукты. Вот это и до сих пор. Вот сегодня утром я завтракала. Что за завтрак было? 2 куска хлеба белого Белого. с брусничным вареньем. И чай. И Сладкий. И Или чай не сладкий? Сладкий. Мало того, что варенье. Варенье и чай сладкий. Ну, правда, с лимоном. С лимоном. Хлеб обожаю всегда, в любой булочке, все это. Всегда пирожки, блины. Никогда себя не ограничивала. Мучные любите очень. Люблю изделия, очень. да? Да, ну вот вы видите по мне. Прошли годы, живота нет, этого нет. Прошли Ничего. годы, а вес стоит на одном и том же Приблизительно, месте. да. Да, приблизительно, да. Но это Да. мечта для любой женщины. Да, да, Валентина да. Ивановна. От 48 до 50. Единственный раз у меня было 56. Единственный раз Ну, это 56. что-то вы... Это я Что вы ели? Это был остров Сахалин. На острове Сахалине. Там почему-то я там ела много рыбы, но правда с хлебом. Ну, Вот хлеб, видно, вот, да. видно, это и сказалось. Все. Было 56, там я была пышечка. Все. Домой приехали, быстро согнали. Да, всё. ну сейчас у меня, пожалуйста, 48. 48. 48, половинку просим. Так что, ну, вот что вы вот посоветуете вот этим Вот я и дамам? посоветую, прислушивайтесь к своему организму. Никогда с ним не экспериментируйте. Ешьте, что вам нравится, но не обжирайтесь. Вот это единственное я могу сказать. Понимаете, иногда вот наелись, ох, я больше не могу. Ну зачем? Это вы меня копируете? Нет, ты так не умеешь. Ты еще не объелся. Нет, это я в компании, когда бываю, и все. Зачем? Зачем? Ну, действительно, если организм хочет мяса, ему редьку пихают, да? Да. Ну зачем? Нет, я редьку есть не буду вместо мяса. Мне захочется. Нет, я говорю, да, вот да, я говорю, да. правильное питание. Нет, всё ну это, нет, вся когда эта на хрень. одной травке, на одной муравке люди все время злые, все время голодные, все время чем-то недовольные. А ты спокойно поешь, но работай. Работу выполняй сам. Я до сих пор сама стираю, до сих пор сама убираю, мою полы сама, хожу в магазин сама, готовлю сама, все сама. Кто-то написал, Валентина Ивановна, заметили, вот когда мы у вас дома снимали, Да. окна какие чистые, а кто же моет? Я. Окна мою я. На 9 этаже, да? Да, шторы снимаю сама на лестнице, на стремянке, стираю, отжимаю махровым полотенцем и снова вешаю. Окна мою. Я даже окна А мою. как с наружной стороны? Вот, только я про это и хотела сказать. Значит, я пристраиваюсь спиной к этому, держусь за эту часть. Вылетит или не вылетит окошко. И всеми силами вторую часть мою. То есть я одной ногой стою на этом самом карнизе. Ну, это опасно. До сих пор, да. 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 Высоты не боитесь? Нет, высоты не боюсь. Единственное, боюсь, что окно не выдержит. Ну, вроде хорош. Поразительно, да? Да. Вот так. Так Ну. что все делаю сама. И вы делаете все сами, и у вас все будет хорошо.
Ну, мы пока вот выключим еще на улице, Да. тогда и подосвиданькаемся там. Ой, да, уже наелись, как не знаю кто. Так. Ну все, закончили трапезу, идем. Валентина Ивановна клубнику увидела. Почем была клубника, Валентина Ивановна? 650 рублей. Дорого это или нет? Очень дорого. Я у себя в магазине взяла 399 килограмм. Как вам обед? Так себе? Обед, да, все же я эту чайхану все же не жалую. Я все же жалую первую. Ну, там Да. просто занято все было. Мы Да, сюда да, пошли. это другое дело. Там просто качество пищи другое. Лучше вы имеете в виду? Да, 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 да. Ну, вы готовы к танцам? Сейчас вот наелись, надо будет немножко Растрястись, да, конечно, чтобы конечно. 48 килограмм не превратились в 148, да? Они никогда не превратятся. Но поправиться немножко и можно. До 50 дотянуть это очень даже Это терпимо, прилично. терпимо, да? Абсолютно. Абсолютно. 50 килограмм нормально. Ну, вот. Вы еще никак от сочинского санатория, наверное, не отойдете. Вас там голодом морили. Не голодом морили, сама себя морила, когда все съедали. Надо Там было- кормили хорошо, только не доставалось. Вот Локтями надо было работать усиленно. А я не умею. Я отходила в сторону. Ничего, я хлебушек ела. И суп. Хлеб в достатке был? Хлеб в Не всё достатке. съедали? Хлеб нет. Булочки сжирали, хлеб нет. Так, вот метро Сокольники, большая кольцевая линия. И мы идем вон туда сейчас, на танцы. Ну, на этом будем заканчивать, наверное, да, Валентина Ивановна? Туда Обязательно. пойдем? Да, по аллейке. Ну, пойдем. поздравляем вас, дорогие друзья, Еще с раз. 1 мая. Да. И, Валентина Ивановна, вы теперь... Да. Тихо, тихо. У нас переход. Поздравляйте. Поздравляю с маем. Желаю всем хорошего настроения, чтобы хорошо-хорошо отметили. Недаром говорят, мир, дружба, май. Май. Вот так. Ну и сейчас здесь череда праздников. День Победы будет 9 мая. Да, Ну а да. народу много. Вот здесь уже Но музыканты. уже. Так что будем потихонечку с вами прощаться. Да. Не забывайте ставить Валентине Ивановне лайки. Ну и задавайте вопросы, наиболее интересные вопросы. Ответим И всегда. мы- Всегда ответим. Да, ответим. Я задам Валентине Ивановне, она по возможности ответит. Всего А я вам хорошего. Всего доброго. Всего до новых доброго. встреч. Пока. Вот мы идем с Валентиной Ивановной на танцы. Только идем. Вот. А Павел Иванович уже вот с танцев идет. Павел Иванович, Желаю. с праздником вас! Спасибо, так же вас. Как, оттанцевали уже? Да, Как там, народу много было? были, да. Ну, много или мало? Ну, мало, ничего страшного. Да, Зато да. повеселились. Да. Молодец, умница. Что в сумке, Павел Иванович? А? Спрашивает народ, что он носит там? А это пусть они сами догадываются. Догадываются, правильно. Скажи, все, что мне надо, то и ношу. Конечно. Ну, с праздником вас, Павел Иванович. Спасибо. Мир, труд, май. Спасибо, да. Все, домой? Домой хватит. Потихонечку, да? Да вот мне не дает шея. Я Ну. бы остался, ну не могу. Ну, потихонечку. Давайте, Павел Иванович. Давай. До завтра. До завтра, до завтра. Ну ладно, вы увидели, да? Смотрите, он нас обманул с утра, гляньте. Мы пришли на танцы, а тут вот такое дело. Валентина Ивановна прям аж расцвела. А, Вот так. Здорово, Сань. Привет, Игорь. Обманул я. Обманул, да. Я думал, вы вообще там будете, а вы еще даже не пришли. Все это Ну. едите, никак не наедете. Мы вес после санатория добавляем. сочинского, да. Вес надо Всё добавляем, набирать. да? Я наоборот похудел. О, молодец, да. О, все наши в сборе. Так что идем на танцы.